Друзья, привет, с вами компания Pandaway. Если вы следите за автопромом Китая, то наверняка знаете, что 16 марта прогремела презентация Zeekr 8X, которую очень многие ждали. Компания Zeekr, премиальный суббренд Geely, официально представила свой новый флагман гибридный кроссовер 8X. Машина получила громкий титул «Новый король дорог». И, судя по реакциям, нацелена потрепать нервы не только китайским одноклассникам, но и таким мастодонтам, как BMW X5 и Porsche Cayenne. Давайте сразу габаритом. Zeekr 8X машина крупная. Длина 5,1 метр, ширина 2 метра, высота 1,78 м. Колесная база 3,069. И это чистый сегмент Е, полноразмерный кроссовер. Дизайнеры Zeekr не стали изобретать велосипед, а пошли по пути преемственности с флагманской модели 9X. Передняя часть массивная, с большой решеткой радиатора, украшенная вертикальными хромированными ламелями. Выглядит это богато и солидно. Оптика раздельная с узнаваемыми C-образными ходовыми огнями. На крыше лидар. Обязательный атрибут для претендента на серьезный автопилот. Но здесь Xpeng с ними поспорил бы. Zeekr 8X использует традиционные механические ручки дверей. И здесь хочется поблагодарить новый китайский регламент, который, надеюсь, навсегда лишил нас выдвижных ручек. Сзади аккуратная линия крыши, классический кроссоверный силуэт, без излишнего купеобразного скоса, что явно пойдет на пользу пространству багажника. Завершает картину сквозная светодиодная полоса на корме. Выглядит просто великолепно. Салон, как и в Zeekr 9X, шикарный. Перед водителем цифровая приборная панель, HUD проекционный дисплей, по центру массивный блок, объединяющий центральный экран мультимедиа и экран для переднего пассажира. Руль спортивный, с плоской верхней и нижней частью. В отделке использованы натуральное дерево, алькантара на потолке и качественная кожа. Под центральным дисплеем есть ряд кнопок полезных. Одна из них функциональная, да? Кнопка. В общем, слушайте, классно. Единственное, что мне здесь не нравится, то что они опять же сделали вот эти вот углубления под телефон неудобные. Ну, то есть телефон у тебя лежит, и вот как-то ты едешь и не совсем видишь всю информацию. Вот что ты скажешь по этому поводу? Да, ну... Мне нравится, как в Лисяне, как в Поларе, как в Аиде все это сделано. Вот так вот. Ну, в целом... В целом окей. Механические кнопки дальше сюда переходят. Здесь у нас управление пневмоподвеской и настройки режимов. Их много, опять же. И есть вот такое вот колесико, удобное для управления музыкой. Музыкальная система, кстати, Name. Классная, шикарная, наша любимая Name, в которую просто мы влюбились. Топовая, да. Да. Вот. Здесь у нас закрытые подстаканники с упорами и есть вот такой вот подлокотник. 2 Type-C разъема. Мне салон прям очень сильно понравился. Мы еще с тобой еще туда не переходили назад, но вот сейчас, пока мы здесь спереди сидим, что ты можешь сказать? Я могу сказать, что он ощущается более компактным. Это да. Ты прям вот сел и такой, так, ага, разница-то прям весомая между 9X и 8X. Поэтому, если вы любите огромные автомобили и ощущать себя в огромном автомобиле, то 8X точно не про вас. Мне как будто бы не хватает на маленькой регулировки сидений. Вот это вот максимально, что я отъехал назад, и я уперся ногами. Я, кстати, тоже. Я не вытянул далеко. У меня тоже максимальное положение. И обрати внимание, как у меня нога левая согнута. И это все, да, это максимум. Ну, то есть, ладно, окей, при росте 1,78 м вам будет комфортно, но 1,85 м здесь уже не растянешься. Вот такое. Причем, знаешь, даже я себя опустил сейчас в самый низ, и у меня нога не выпрямилась. Вот даже в самом низу, мое нелюбимое положение. Я с тобой полностью согласен, что здесь вот именно сидушки для таких коротконогих людей. Не, подожди, сидушка или все-таки регулировка? Регулировка. Регулировка. Сидушка-то она нормальная. Да, регулировка. С ней все сиденья. Хорошо, а вот именно с регулировкой чуть-чуть не хватает. Само сиденье очень комфортное, здесь ничего не жмет. Прям вообще все классно. По массажу, друзья, мы, когда снимали обзор на 9X, мы сказали, что это лучший массаж вообще вот то, что сейчас рынок китайский предлагает. Действительно, это 10 баллов. Ну, то есть на сегодняшний день, да, это вот 10-бальная шкала. Здесь нет. Здесь спереди массаж чуть похуже,
Тут вообще спорно на пассажирском сидении. Где-то 6-7 баллов мы дадим. Ну, 7 можно дать, потому что массируются даже ляжки. Угу. Полностью массируют, то есть можно 7 Но дать. опять же, не во всех режимах, и там что-то нужно как-то найти, потыкать, мне это не понравилось. Сзади он чуть получше, где-то на 8 баллов, то есть на 1 балл где-то лучше. Вот. Ну, а так вот, в принципе, вот регулировка руля электронная, это хорошо, то есть можно настроить, задать настройки под каждого водителя. Классно, ничего не нужно перестраивать. Зеркало у нас есть цифровое, тоже, опять же, это в плюс, это классно. Вот. Но оно здесь как бы и не цифровое тоже. Можно, да, его использовать как цифровое, да. так и обычное зеркало. Здесь вообще замечаний нету, тем более сзади амбразура довольно-таки большая, широкая, можно и так использовать. И обратите внимание, люстра, как бы не настолько, наверное, важная, но тем не менее, смотрите, можно включить одну лампочку, а можно включить сразу 4. А я также могу? Так же и ты можешь, да. Ага. Еще тут зажали ambient подсветку. По сравнению с 9X ее тут нет. Но она есть, вот она, ну такая. Ну, она такая. В 9X такие хрусталики, такие нормальные такие. Еще мне не понравилось вот это вот. Что? Сделайте язычок нормальный, то как бы его смотри. Со временем это все превратится в очень неприглядный вид, да. Вот даже я подцепить не могу. Ну. Угу. Антон, скажи, здесь есть такая опция, как в 9X убрать один экран? Да, вы можете купить без второго экрана и сэкономить 5000 юаней. То есть все цены, которые сейчас озвучены, это все с экраном уже идет? Да, все цены это уже с экраном. И ты можешь сэкономить еще? Можешь сэкономить. Классно. Да. Мне не нравится вот эта ручка страха. Я не понимаю, зачем она здесь нужна. Я тоже не понимаю. И стилистически она как-то тут не к месту, мне кажется. Вот. Ну что, я вот так буду ездить? Конечно, я понимаю, что вот максимальная версия Shadow там 2.96 до 100, ну и 3.7, конечно, тоже быстро. Ну, не знаю. Просто уперся и все. На пассажирском сидении Zero Gravity нет, атаманки нет. Вот есть такая удлиняющаяся часть и все на этом. Ну, собственно, все то же самое, как и в Zeekr 9X. Единственное, массаж. Бардак есть. Для документов А4 формата идеален. Слушай, да он большой на самом деле. Не, ну он большой, документы А4 влезет, я же говорю, идеален. Все. Вообще сам по себе смотри. Папка большая влезет, да. Ну и отвечаем на популярный вопрос. Да, английский здесь есть, а также голосовой помощник Ива, она понимает английский язык. А Ива, close the window. Инженеры проделали отличную работу над эффективностью пространства. При длине 5,1 метра полезная площадь салона составляет 5,93 квадратных метра, а коэффициент использования пространства впечатляющий 72%. Пассажиры второго ряда получают настоящий VIP-пакет. Здесь установлены так называемые кресла с эффектом невесомости, электропривод, вентиляция, подогрев и, конечно же, массаж. Есть также откидные столики, сенсорный экран управления климатом и креслами и 17-дюймовый 3К OLED-экран, который выезжает из потолка. Атаманка для ног у правого пассажира и электрические солнцезащитные шторки. Сиденье переднее сдвинуто до максимума, все, не двигается. Смотрим, что в этот момент происходит сзади. Здесь, друзья, места много. То есть даже несмотря на то, что я сдвинул до конца сиденья, все, мне здесь сидеть комфортно. Ноги опускаются под сидушку. У тебя, Антон, как? То же самое? Ты еще и сдвинуть можешь. Так вот она двигается. Да, друзья, задний ряд-то у нас электрический привод имеет. Смотрите. Также управляется. Наклон сидушки можно тоже регулировать. Да куда клонять? Давай. Сделаем максимально комфортно. Ты наклоняешь, она съезжает чуть вперед. Да, наклоняешь, когда сидушку сдвигается. Получается, она делает тебя люлькообразную. Когда спинку наклоняешь, сидушка сдвигается вперед. Но при этом она приспускается. Понимаешь? А вот наклон регулировать нельзя. Вверх-вниз делать нельзя. Все. То есть вот максимальное положение у вас. Слушай, а вот в этом случае я касаюсь коленями переднего Если ты хочешь разложиться, получается. Да, если я разложился, то он мне сдвинулось, и я касаюсь коленями. У тебя будет, наверное, комфортно. Слушайте, но задний ряд очень комфортный. Именно сам диван, он сделан прям как наподобие кресел. Широкая сидушка. Широкая сидушка. Но вот знаешь, вот как будто бы спинка хотелось бы чуть-чуть помягче для второго ряда. Блин, да почему? Куда тебе мягче? Ты что? Не знаю, я как-то вот все, опять же, к лисянам привык, там помягче. И вот... Хотя, подожди, здесь массаж, поэтому мягче она не может быть. Ну,
За счет того, что здесь есть именно жесткий массаж. Причем массаж, он здесь да, полноценный такой, который массирует вам и бедра, и спину. В общем, ну, здесь как бы очень хорошо. Вообще, вот я сейчас, посидев вот в этом кресле, не кресле, блин, почему я хочу кресло назвать? А знаете, почему хочу кресло назвать? Потому что в нем индивидуальное, сидишь, как в кресле. в нем сидишь, как в кресле. Как в обычном вот капитанском кресле. У вас, пожалуйста, у вас есть и подлокотник, причем подлокотник не вот такой узенький, как когда вот, а вот он. Ну, это, наверное, самый широкий подлокотник, который я видел. Подлокотник, то есть вот я даже не знаю, зачем делать кресло индивидуальное, да, если вот есть такой классный диван. Я бы не рекомендовал вам точно брать версию 2.2.2. Это будет убийство автомобиля. У вас багажник сократится. На втором ряду вы там явно не посадите никого, кроме там маленьких деток. Да, потому что крыша здесь 1,76 м, а в 9X 1,82 м. На 8. Да, даже, в общем, с капитанскими 9X. креслами ты не получишь того объема и того, ну, тех комфортных плюшек, как в 9X, допустим, да, или как в минивэне. Поэтому идеально пятиместный. Да. Вот супер. Да. Да, и на самом деле хорошо, что они эту историю с 6 местами сделали как доплату, а не наоборот. Да, да. За это нужно будет доплатить еще 10 тысяч юаней, между прочим. Телевизор 17 дюймов выдвигается с крыши. Но, кстати, телевизор, он доступен во всех комплектациях. В версии Max за доплату. Вот. И вот сейчас мы хотели бы вам рассказать одну фишку интересную, да, что если покупаете версию Max и не хотите доплачивать за телевизор, то вы можете просто пользоваться вот этим вот центральным дисплейчиком. Здесь экран, на котором вполне можно в дороге посмотреть Да, какой-то фильм. вполне хватит, да, деткам, ну, так, ехать, посмотреть. Снизу у нас два Type-C разъема на 100 Вт. Не 50 уже Вт, а 100 Вт. А ты хочешь рассказать про холодильник, про термобокс? Про термобокс, да, от минус 6 до плюс 50, размер 6,5 литров. Ну, в принципе, все влезет. Да, классно. Но я хотел бы отметить, что дефлекторы находятся в боковых стойках. Ну, наверное, это лучшее решение, нежели когда тебе дует в коленку. Объем багажного отделения в пятиместной конфигурации 1133 литра. А вот если сложить задний ряд, который образует практически ровный пол, то мы получаем гигантские 2200 литров. Подпол здесь имеется. Для такого типа, конечно, он скромный, но тем не менее есть. Съемная шторка, и она есть уже в базе. Сзади есть блок управления пневмой, можно регулировать высоту погрузки в багажник. И есть розетка 220 вольт на 2,2 киловатта. А еще есть аварийное открытие лючка зарядки, что очень полезно. А теперь самое интересное. Zeekr 8X построен на новой архитектуре Sea S Super Hybrid, которая по сути является эволюцией известной платформы Sea, адаптированной под мощные гибридные установки. Главная фишка здесь – полный 900-вольтовый борт. Это огромное преимущество перед конкурентами, которые все еще используют 400 вольт. В основе системы лежит 2-литровый турбированный ДВС на 205 киловатт, 279 лошадиных сил. Это так называемый супергибридный мотор с заявленным КПД в 46%. Здесь все по стандартным канонам. Теплая шумоизоляция, газовые упоры, доступ только к омывайке, все остальное закрыто. И здесь мы можем видеть, что форсунки находятся в дворниках уже. В зависимости от версии у нас есть два варианта электромоторов. Первое – двойной мотор 660 киловатт, разгон до сотни 3,7 секунды. И второй вариант – это тройной мотор на 1030 киловатт. Это версия 8X Yaoying. Не спрашивайте, как переводится, это простая китайская мудрость. 3 литра мотора выдают суммарные 1030 киловатт. Это 1400 лошадиных сил. С таким табуном под капотом тяжелый внедорожник выстреливает до сотни всего за 2,96 секунды. Это делает его самым быстрым гибридным кроссовером в мире на данный момент, напрямую конкурируя с BMW X5M и Porsche Cayenne Turbo GT. Так как здесь смешанная гибридная система, отдельно стоит упомянуть работу генератора. ДВС здесь в режиме генератора выдает 145 киловатт. Это самый мощный генератор в классе. Он позволяет избежать эффекта разряженной батареи, когда тачка с флагманской мощностью превращается в овощ. Zeekr обещает, что на разряженной батарее разгон до сотни просядет всего на 0,2 секунды по сравнению с полностью заряженной.
Zeekr 8X предлагает два варианта батарей. В версии Max и Ultra вы можете выбрать либо 55, либо 70 кВт-часов батарею, а вот Ultra Plus и версия Yaoin только 70 кВт-часов. Батарея, между прочим, от CATL, тройная литиевая, во всех комплектациях, с поддержкой сверхбыстрой зарядки 6C. Это значит, что мощность зарядки может в 6 раз превышать емкость батареи. На практике 70-киловаттная батарея способна принимать до 425 кВт. Благодаря этому с 20 до 80% можно зарядиться всего за 9 минут. Кстати, вы просили упоминать о медленной зарядке. Однофазная, обратите внимание, здесь медленная зарядка. И смотрите, лючок закрывается автоматически после вытаскивания кабеля зарядки. Запаса хода на батарейке хватает на 410 километров в версии с 70-киловаттной батарейкой. По циклу, конечно, CLTC. Это только на батарейке. А вот если взять гибридную систему, то там 1400 с лишним километров, друзья. Zeekr внедрили систему 3 двигателя, 12 режимов. Искусственный интеллект сам решает, когда ехать только на переднем приводе, когда на полном, а когда включить последовательный гибрид. То есть ДВС будет заряжать батарею. А когда параллельный гибрид, то есть ДВС и моторы будут крутить колеса вместе. Учитываются данные навигации, пробки и стиль вождения водителя. Подвеска в Zeekr 8X получила название Hauhai AI цифровое шасси. Это первое в индустрии шасси, прошедшее сертификацию 4S. Safety, Smoothness, Stability, Smartness. Двухкамерная пневма закрытого типа позволяет менять жесткость. А вот двухклапанные амортизаторы CCD регулируют отбой и сжатие. Но главное — это софт. Центральный мозг шасси получает данные из датчиков кузова, навигации и камер. Он знает, что впереди крутой поворот и заранее зажимает стабилизаторы, чтобы крен был минимальным. Или определяет сильный боковой ветер и подстраивает демпфирование, чтобы удержать машину на прямой. Официально заявляется, что при скорости 100 км в час и порывах ветра до 10 баллов отклонение от курса не превысит 20 см. Кстати, дорожный просвет регулируется пневмой в диапазоне от минус 30 до плюс 50 мм от стандартного положения. Максимальный клиренс 241 мм. Для любителей экстремальных условий есть 13 режимов движения, включая 8 режимов для бездорожья, песок, грязь, камни и так далее, и даже режим преодоления брода глубиной до 500 мм. Правда, для активации этого режима нужно заказать топовую версию автопилота H9. Бензобак находится справа на 53 литра 95-го бензина. В максимальной конфигурации автопилота H9, которая ставится на версию Yaoin по умолчанию, просто космическое оснащение. 43 сенсора по периметру, 5 лидаров, 2 чипа NVIDIA Drive Thor U, которые дают совокупную мощность 1400 ТОПС, что уже приближает их к Xpeng. А вот тут, ребят, интересный момент для наших зрителей за пределами Китая. Система обещает полноценный True No Map, то есть без карты, автопилот, который работает без привязки к высокоточным картам. Она ориентируется на реальную обстановку, знаки, разметку препятствия. Максимальный клиренс 241 мм, но замерим мы его и проверим на тест-драйве, поэтому подписывайтесь на канал. Друзья, а сейчас я бы хотел сделать отсылочку к ролику про Geely Safety Center, который вышел совсем недавно на нашем канале, где мы рассказываем про то, как тестируются автомобили концерна Geely на безопасность. И вот 8X не исключение. Концепция называется «Броня Хаухана». Кузов имеет ряд уникальных решений. Во-первых, так называемые двойные дверные кольца, передние и задние, вместо традиционных одиночных. Это усиливает жесткость накручения и защищает салон при боковых ударах. Во-вторых, двойные, опять же так называемые золотые обручи в стойках А и Б. Это двуслойная структура из стали горячей формовки. Внешний и внутренний слой по 2000 мегапаскалей. Между ними демпфирующий слой. Получается такой бутерброд, который отлично держит удар. Батарея также защищена по высшему разряду, что вы можете опять же наблюдать в том же самом ролике про Geely Safety Center. Антон, а теперь расскажи, пожалуйста, нам, сколько все это чудо стоит? Цены стартуют от 376 800 юаней за версию 8X Max. Около 4,9 миллионов рублей без таможки, утиля и прочее. База с 55 киловатт-часами батареи, двойным мотором на 660 киловатт, 3,7 секунды до 100, но уже с креслами и реклайнерами и чипом 8295.
8X Ultra. 396 800 юаней. Около 5,2 миллиона рублей. Добавляются проекционные фары, передние электронные двери. 8X Ultra Plus. 446 800 юаней. Около 5,8 миллионов рублей, опять же без таможки, утиля и прочее. Здесь уже батарея 70 киловатт-часов, полный набор пневмы с активными стабами и электронные двери по кругу. 8X Shadow, 516 800 юаней, около 6,7 миллионов рублей. 1400 сил, разгон 2,96 до 100, 3 мотора, 5 лидаров, карбон-кит, широкие 315 шины, тормоза Brembo, активный спойлер и все опции. Ребят, ну и самое приятное, для ранних покупателей действует приятный бонус. Ваш депозит 3000 юаней превращается в 10 тысяч юаней, а также вы можете получить подарки на сумму 100 тысяч юаней. Например, музыкальная система Name идет в подарок. Друзья, ну а сейчас мы попытаемся ответить, наверное, на вопрос, который мучает огромное количество людей. Что же купить? Zeekr 9X или Zeekr 8X? Вы знаете, вот я вам сейчас свои ощущения просто скажу. Изначально, когда смотрел картинки, мне казалось, что примерно автомобили похожие. Да. Сделали они чуть-чуть меньше. Тем более, смотря на разницу в длине, здесь у нас 5,24, здесь 5,100. То есть разница 14 сантиметров всего лишь, 14. Но когда мы пришли сюда и смотришь на эти две машины, понимаешь, что это огромный кроссовер, просто сумасшедший кроссовер. Здесь же это какой-то компактный такой В суп. общем, для меня визуально разница в полметра как минимум. Да, вот так это Вот ощущается. минимум в Действительно, полметра, смотришь, да. думаешь, да нет. Ну не может быть, что разница всего 14 сантиметров. Поэтому, конечно же, первое, на что вы должны обратить внимание, это на свои ощущения, что вы хотите. Вы хотите себе огромный кроссовер, либо компактный городской SUV. В потоке явно это будет смотреться прям гигантом, а это такой среднячковым размером. И вот я сейчас говорю компактный городской SUV, а это 5100. Друзья, 5100. Ну выглядит он реально компактно. Да, выглядит он компактно. То есть он, знаешь, вот к М7, вот Аита М7, Да? вот туда же. Да. Вот. Вот 4,6, 4,8 метров я бы дал ему максимум. Да. Вот так вот. Это первое. Второе. Отсутствие 48-вольтовой системы стабилизации. Для кого-то Ни это за прям какие важно. ковришки вы на 8X его сюда не приобретете. Все, забыли. А Если это всё-таки хотите технология. да, то тогда, пожалуйста, 9X туда. 3 ряда сидений. Хотите 3 ряда сидений, комфортную посадку, только 9X. Только сюда. Здесь 3 ряда сидений будет выглядеть ущербно однозначно. Забудьте про них, ребят, вообще. Забудьте. Не стоит. Цветовая гамма. Леша, цветовая гамма. Ребята, здесь мне понравился синий, голубой цвет. Как сказал Антон, никто из России его не купит. Друзья, ну он выглядит просто фантастически. Посмотрите на в нете фото. Я когда увидел, я влюбился. Я фанат черного цвета. Для меня всегда был только черный цвет. Но когда я увидел этот голубой цвет с черной решеткой радиатора, я аж вообще вот захотел его купить прямо здесь, сразу и сейчас. Ну да, только получается в версии Shadow ты можешь приобрести что-то цветастенькое и с черным хромом. Прям таким жестким. Вот. Прикольно. Ну, мне нравится вот красный. Я бы, наверное... Бордовый. Ну, да, бордовый. Он такой винно-бордовый, вишневый, темная вишня. И вот на красном салоне я бы брал. Вот я бы чисто для себя взял бы вот такое сочетание и кайфанул бы. Но, опять же, надо посмотреть, хотелось бы увидеть, как выглядит красный салон, насколько много он съедает пространства. Потому что и так-то казалось бы, что автомобиль мелкий. Ну, так, избалованы мы, конечно, но такой... не соответствует этим пропорциям внешним и внутренним, да, по ощущениям однозначно. Как какая-то здесь странная обратная магия случилась. Что автомобиль большой, но выглядит маленьким, внутри много пространства, но ты не ощущаешь себя в гигантском автомобиле. Но он комфортный. Все равно он комфортный. Спору нет. Мне понравилось качество отделки, качество материалов. Вообще, ну, то же самое, в принципе, что и Zeekr 9X. Поэтому Я бы сказал, что и это люкс, и это люкс. это люкс. Бесспорно, это люкс. Поэтому, друзья, я вот, честно, даже вот сейчас здесь стою, да, и вот так вот, ну, дай мне, наверное, ключи, наверное, я бы, наверное, все-таки 9X бы взял, но я бы вот так бы брал его, знаешь, а может быть, все-таки туда, поэтому... Это все-таки, знаешь, такое более компактное решение, и ты знаешь, это, наверное, как 5 и 7 у Бэхи. Вот 7, она чуть-чуть перебор. Перебор, да. Перебор, лишка. Да.
Здесь же вот как будто здесь не перебор до сих пор-то. Но и в то время 2 надо брать, короче. 2 надо брать. Одну жене, другую себе. Да. Ну, чтобы И можно потом, было чуть-чуть меняться. там, да, поменяться. Идеальное решение. Пишите нашим менеджерам, бронируйте, мы поможем. Ну, а мы с Лешей в ожидании тест-драйва, потому что хочется на нем прокатиться, нормально очень хочу прокатиться, да. да. Надеюсь, у нас получится это сделать в разных условиях, оффроуд тоже испытать, потому что там столько всяких возможностей. В общем, подписывайтесь на нас, следите за нами во всех социальных сетях, на РУП-площадках, в Телеграме, в Максе мы тоже скоро будем. Ну, а с вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо. Пока.